Здрасте. Что делали без меня? Привет, Лютихайт, привет, Тер, привет, Обкам, привет, енот. Что с тобой случилось, енот? Ты писал каки опять? За что тебя разжаловали? Привет. Шикарные ножки твои на ФТГ. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо Дварфу. За чулочки. Они, правда, немного большеваты оказались по итогу, кстати. В ширину. Вот. Как жизнь. Ничего, живу. У меня все по-старому, знаете, хуже уже быть не может. Вот. Ничего. Делаю старые арты, набираю новые арты, потом буду делать другие арты. Я не писал каки, там либо чел обиделся, либо ты что, шиза. Ну слушай, енот, я не знаю. С тобой может быть все что угодно, я как бы не удивлюсь. Что вкусного кушала? Я в последнее время сижу на этих... Я, короче, вместо шоколадок ем протеиновые батончики. Не, ну, по вкусу вкусно, но вот на запах немного странно. Вот, но по вкусу нормально. С чаем пойдет. Мажорка? Да нихуя. Настоящий шоколад стоит намного дороже, чем протеиновые батончики. Ты цены вообще на шоколад видел? Там 300 рублей одна плитка стоит. Ты ёбнешься. Я не хочу писать, что я ему написала. Может, отвечает Ригер на такое. Ну, ты мог прислать это в Дискорд, если это так важно. Ну, типа. Протеиновые батончики для тех, кто не тренируется. Я не знаю. В любом случае, я приняла решение есть поменьше шоколада и вот этого все. Вот. Потому что оно вредно для меня. Протеиновых батончиков говно. Приятного аппетита мне. Приятного аппетита. Привет, мистер Кроменчук. Привет, hello. Не, ну ты думаешь, я вообще не читаю состав, прежде чем что-то покупать в магазине? Потому что я типа все подряд беру, да? И как же нарошить поппи? Так вот, я хочу, чтобы у меня она... Скорее, немного отрастилась обратно. Верну себе свои 15 лет. Не верну. Не, решил набрать еще больше массы. Не, ну если это будет мышцы, то я не против, как бы. Правда, тогда вам будет скучно на стримах, потому что я буду отжиматься намного легче. Привет, как Новый год прошел? Привет, Дукер. Ну, мой Новый год был на стриме, как бы вы его видели. Так он и прошел. Думаешь, у меня что-то еще произошло в жизни, не? Мне сказали, что тетек не прилично за попу хватать. А нафига ты хватаешь тетек за попу? Верну свои 150, она сказала. Да. Она про рост. Как будто бы я сейчас сильно больше. Я это пока не стримерила, играла немного в Marvel Rivals. 150 килограмм чистых мышц, нихуя себе скала. У меня, кстати, был один арт, где я себе супер мускулисто нарисовала. Надо, думаю, сделать еще парочку таких артов по угару. Битсепер играла, да, Битсепер я гоняла, пиздец. Купила Дэдпула в Марвелах. В
Да нихуя я не покупала, блин. Я сейчас экономлю жестко, потому что я на Бусти сказала, тут еще не сказала, что мы собираемся переехать. Вот. Так что мы копим мани на переезд. Мы вообще сейчас ничего не покупаем лишнего. Только хавку. Все. Там еще нужно будет купить коробки всякие, там всякие эти, ну как их, упаковки, чтобы вещи сложить туда. Вот. А то что в руках нести? Переехать куда? В коробку? К матери твоей, она не поверишь. Вот это вот приключение, да. Я буду стримить в еще более хаотичное время, потому что мне придется стримить днем. Вот, потому что тогда дома никого не будет. Потому что они все либо в школе, либо на работе, либо еще где-то, короче. А я не знаю, сколько это по времени будет. Короче, это будет время, ну, наверное, я не знаю. У вас рано утром? Я не уверена, в какое время это будет. Это пиздец. Не в жопе мира? Ха-ха! В самой-самой жопе мира, если что. Дальше просто, ну, типа Колыма. Якутия. Я не знаю. Ну, по-моему, дальше некуда. В том же часовом поясе, конечно, блядь, нет. Ну, вождение, но у нас вечер. Так вот, там будет еще дальше. Типа, ну, сколько сейчас времени в этом... В Белогорске? В Японию, видать, да, рядом с Японией. Мне на парах тебе смотреть, я не знаю. Ну, блин, а что делать? Лишь бы интернет был. Ну да. Интернет-то будет. Правда, я не знаю, какого качества. Надо будет посмотреть. 8 плюс, что ли, будет? Да нихуя. Плюс 6. Ну да, вот так. А почему плюс 6? Если у меня здесь плюс 7. Блять, я нихуя не понимаю в часовых поясах. Я ничего не понимаю в часовых поясах. Мне в ТГ написал китайский бот с порнухой. Да, а ты ему чё? Вот саунима. У тебя сейчас плюс 4. А, ну да. А будет плюс 6, пиздец. А, ну так получается, слушайте, я, получается, буду стримить днем, а вы все равно будете смотреть меня вечером, да? То есть, по факту, для вас ничего не изменится, наверное. Да иди нафиг. Что-то у меня это сушняк. Ну да, я протеиновых вафель каких-то съела, у меня теперь сушняк. У нас вечер, у них день. Окей, блин. Тогда реально я по утрам буду стримить для всех, получается. Пиздец. Пиздец. Тебе надо будет стримить очень поздно, а как? А я не смогу очень поздно, потому что там люди спят. Ну, типа, тут-то я живу одна, а там, блядь, будет, ну, целое семейство, понимаете? А никак, а все. Буду только по утрам стримить. Увы, вот так и закончилась моя стримерская карьера. Первое время не сложно, потом сможешь. Ну, потом посмотрим. Мы еще не накопили даже на переезд, так что... Утром мало кого смотреть, как раз займете ниш.
Ну, посмотрим, как пойдет. В общагу, значит, переезжаешь? Нет, в квартиру. Кто это они? Господи, ну ладно, мать, отец и сестра Твена. Все. А еще будут я, Твен и 4 кошки и собака. Как вам? Как вам? Охуенно? Знакомое семейство, ну да. У сестры есть парень. Обкам. Обкам, ей, блядь, 13. Обкам. Ты нахуй такое, лучше не спрашивай. Переезжайте с работы, лучше платят. Да нихуя. Переезжаем, чтобы не платить за аренду квартиры. Вот. Ой. Все доскам какой-то в плане. Комнат сколько? Комнат 3. Вот мы будем жить в 3-й комнате. Отдельно. Подожду лет 6, господи. Капец. Ужас. Я надеюсь, его сестра не узнает никогда, что мы стримим. Потому что она смотрит стримы. Надеюсь, она никогда нас не найдет и не услышит. Поэтому нам нужно быть максимально скрытыми. Я не хочу, чтобы она зашла к нам в чат. Это будет ужасно. Я вам не доверяю. Все она знает. Да нихуя она не знает. Она даже не знает, как меня, мне кажется, зовут. Вот. Не может быть, у Твена будет собаки в плане. У него есть собака. Одна. Чего, сеструха такая плохая? Нет. Я просто не хочу, чтобы она как-то общалась с моими стримами. Ну это, блядь, ну... Как вы это видите? Ну это как вы себе это представляете? Ну это ужас. Ей слишком рано смотреть на мои стримы, во-первых. Во-вторых, это максимально, блядь, неловко. Прикиньте, на вас будет смотреть какой-то родственник, блядь. Это ужас. Популяризируй мне Нора с интернету, за это не его боже. Да... А как? Как вы это сделаете? Про меня нет никаких мемов. Никто не срет обо мне ничего. Как можно меня популяризировать, если как бы, ну, типа, ничего не происходит? Два Твена. Ну да. Твен говорит, что его сестра вылитая его копия. Только женская и маленькая. Так что... Может, оно и хорошо, что она не тут. Нас захватит стрим. Но это правда. Не надо. Значит, в скором времени она из радаров пропадешь. Кто, я? Я такого не говорила. Да, на ситу типа пишет завоз ВВВ. Да, блять, это пиздец. Не надо. Мне нужно придется выгнать. Ужас. Не надо. На меня все время какой-то родственник смотрит. Жуть. Сестра расскажет, как ты выглядишь. Енот, ты... Ну, ты либо разумист, я не знаю, либо и в танке. По-моему, все и так знают, как я выгляжу. А если узнают о тебе, что то ты и меч дашь или бан? В плане? Да я ей ничего не дам. Просто буду делать вид, что... Все нормально. Забани. Что такое, девочки? Это что выдуманное. Новый стример же на канале Нора 2. Нет, я не буду ее пихать в стример. Это... Что вы сразу губу раскатали, блядь, извращенцев, фу, блядь. Не Нора, не бойся, все знают о том, как ты выглядишь. Да, и чё?
Я выгляжу как обычная девка. Ничего особенного. Я знаю только то, что ты низко с большой грудью, большую инфу о тебе со стримов я не знаю. Ну вот и не надо знать. Вот и не надо. А зачем оно вам? А зачем? Что вы будете с этой инфой делать? Кстати, я вчера клоуна видел. Блин, ты меня провоцируешь пошутить, типа ахаха в зеркале. Клоуна я вижу каждый день перед собой. Я так слишком много узнал. Не хватает только размеров жопы. А я, кстати, сама не знаю размеров своей жопы. Но если вам так сильно надо, я могу измерить. Просто мне самой тоже интересно. Ну больше 120 сантиметров точно. Потому что в прошлый раз, когда измерялась, было 120. Вот. Может, она еще больше 100 измерит. Не, сейчас я никуда вставать не буду. Сейчас мы пойдем играть в Хогвартс. Вот. Потому что я, кстати, поставила русификатор. Надеюсь, он заработает. Вот. Мы играли ровно 4 часа, прикиньте. В прошлый раз. Так написано. Там такой скандал был. Тут ты опять расскажешь какой-то скандал, а там опять никакого скандала не было. Лень поднять попу, чтобы измерить ее. Да блин, ну типа, ну я буду трястись, у меня микрофон тут стоит перед лицом, мне придется отодвигать кресло, вот это все двигать, блин, вставать. Вы думаете, ну типа, мне так вот все легко тут делается. Что? Че? Ладно. Ты нафиг. Я пошла играть. Так. Let's play. Мне нужно играть с палочками. Да, онлайн и без смс и регистрации. Ваня, прочитайте перед началом игры. Лишь незначительный процент людей имеет предрасположенность к приступам эпилепсии под воздействием мелькающих изображений или вспышек света. Ладно. Экран, я знаю, он сейчас прогрузится. Что-то с запозданием прогружается тут. Подготовка шейдеров. Да какая нафиг подготовка шейдеров? Я эту игру запускаю уже 3-й раз. Да это... Да экран сейчас появится сам, блин. Это OBS всегда вот так вот глючит. Два варика. Что скинуть боту? Картинка с жесткими матами на русском или порно другого бота? What the fuck? Шейдер каждый раз пропадает. Кошмар. Там будет голая волшебницы. Я не видела. Она перед тобой. Не то чтобы я голая. Я в чулочках. СДВГ сработало, уже забыла про бота. Да в пизду ваших ботов вот этих вот. Вот. Нора все равно, что мужик. Что? Только в чулочках.
Ноги согрели, а в штанах до сих пор дыра. Так я вообще без штанов. Ты думаешь, а моя есть штаны? Ты слишком оптимистичен. База. Это не база. Мне приходится так жить. Из одежды на ней чулки, красный нос. Не, нос у меня не красный. Мне вчера сказали, что мне надо побрить ноги, носить чулки, имба будет. Ну, енот. А если я скажу тебе, чтоб ты носил стринги, ты будешь носить стринги? Ну так, по-братски. Так ты чулки себе забрала? Слушайте, их можно носить по очереди. Как бы. Так. Играйте с модами. Есть моды. Господи, какой же у меня кринжовый персонаж, это капец. Ну так и должно быть. Lovegood. Ну да, не. Мне Твар сказал, напиши Lovegood. Я такая, ладно, похуй, пусть будет. Ты просто изменил? Нет, я ничего не меняла. Ну да, Твару. Кстати, ответ Дед Варф. Он только что мне отвечал на мои смски в телеге. О, привет, мыло. Не уделите минутку. Пойду узнаю, что ему нужно. Насколько я помню, он-то будет там просто стоять, да? То есть ты пошел с каким-то хером просто так стоять, втыкать, а я должна прибираться за нас всех? Вот это ты, конечно, хитро придумал. Репаро. Хорошо, что ущерб небольшой. Это несправедливо. Ну вот. Она русскую сказочку заняла, да, я уже сказала об этом. А, тебе не было, да? Ну так полегче будет, потому что они очень много разговаривают. Это вместо детей тролль побел, ага. Этим констеблю Сингер не придется заниматься. Громковато. А я вот не знаю, что сделать с игрой, чтобы она была не громковата. Я вроде сделала потише, а она все равно громкая. Может, диалоги оставить, да? А вот эффекты надо потише сделать. Так. Репаро. Нормально? Ей, мы починили. И да, я все еще бегаю в пижаме. Почему я одна всем этим занимаюсь? Я что, нанималась? Интересно, там в доме кто-нибудь сидел? Просто... Капец. Я вообще в трусах дома не хожу, так это база. Репаро.
котик. Поговорите с владельцем магазина. За такое он должен мне отсосать, я не знаю. Мистер Хилл как раз нахваливал тебя. Да? Я надеюсь, он нахвалит меня посильнее в своем роде. Какая я ужасная, мне нравится. Здравствуйте, сэр. Кажется, мы не знакомы. Позвольте представиться, Август Хилл, весьма выдающийся портной. Позвольте поблагодарить вас за невероятную храбрость, проявленную в борьбе с троллями, и за оказанную помощь в восстановлении порядка в Хоксмиде. Хорошо, что удалось вам помочь. Честно говоря, вы достойны ордена Мерлина, но я могу предложить вам нечто более практичное. В моем Вау, магазине давай, одежды для давай. волшебников «Шапка-невидимка» есть поистине уникальные вещи, обеспечивающие, скажем так, защиту. И однажды это спасет вам жизнь. Боюсь, это будет не последняя опасная встреча в вашей жизни, поэтому я хотел бы подарить вам этот комплект мантий в качестве благодарности. Слушай, раньше эта ёбаная мантия-невидимка была только у Гарри Поттера. А тут несколькими столетиями или сколько там ранее это раздается просто так бесплатно. Да как вообще понимать? Спасибо, мистер Хилл. Очень щедро с вашей стороны. Да это пустяки. Подберем вам подходящий размер. Примерите? Пустяки. Мгм. Тут можно скинчики купить. Мантьям. Да, ничего по карману нету. Увы, увы. Вижу, в моде вы разбираетесь. По-моему, мы заслужили бокал другой сливочного пива. Может, это поможет мне забыть о том, Жесть. как тролль чуть не стер меня в порошок. Полностью поддерживаю. Прекрасно. Идем в 3 метлы. Иду бухать с моим новым мальчиком. Если вам будет нужно что-то еще для великих сражений, обязательно заходите, и мы непременно подберем то, что вам нужно. ББ, лох. А, Донатик. what the fuck? Приветик, я тут новенькая. Вижу полоску мемпати, но 60 рублей для меня очень большие деньги, поэтому сразу хотела бы уточнить. У тебя наберется хотя бы 3-5 человек, кто этой мемпати умеет пользоваться. Или во время нее тут все только сидят и смотрят. Привет, спасибо, 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 спасибо. Не, мемпати, за мемпати тут все шарят. Спасибо, спасибо. Женщина! Давайте все кричим. Ну, у нас тут женщин маловато бывает. Редко. Было парочку только. В основном все сидят тихо, смирно. Привет, новичок. Да, привет, новичок. Спасибо за надо. Мемпати вон сверху штука. Вон сверху штука. Она когда заполнится, вы сможете бесплатно мемами срать. Говоришь? У тебя говоришь? Что говоришь? Что говоришь? Что говоришь? Что говоришь? Что говоришь? Что говоришь? Познакомиться с Сироной, хозяйкой. Таких людей следует знать. Так вот, что я хотела спросить у него. Эй, мистер Слизеринец, каково тебе с Пуффиндуйкой дружить? Нормально? Пофиг? Говоришь? У тебя говоришь? Что говоришь? Что говоришь? Что говоришь? Что говоришь? Что говоришь? Что говоришь? Твен, ты выбрал самый худший мем, да? Специально. Ты говорил, что займешься ребенком, когда они будут в Хоксмиде. Что тебе нужно что-то, что всех отвлечет.
Я тебе это устроил. С тем, что ты устроил, справился простой ученик. Что это за ребенок и что ты скрываешь? Учти, что если ты не сможешь справиться даже с ребенком, то ты мне вовсе не нужен. Но я не обычный ребенок. Идем. Я фрик. Они просто не знают меня. Они нас заметили? Кажется, нет. Что за дела могут быть у Гоблина с Виктором Руквудом? Ранрак заодно с Руквудом. Тот он показался мне знакомым. Про него писали в ежедневном пророке. Идем скорее. Зайдем в 3 метлы. Жесть. А он-то ничего не знает, я ему еще ничего не Рада рассказала. была тебя повидать, Лотгак. Сообщу тебе, если что узнаю. Спасибо, Сирона. Береги себя. Блин, вода. Так, что вам? Хайпуем. О, ну надо же, новое лицо. Я тут впервые. Привет. Пиво Привет. за мой счет. Жесть. Слыхала о нападении. Надо узнать, как там остальные торговцы и жители. Рада, что вы не пострадали. Вот Ты кому я этим разоришься. обязан. Это ж надо в одиночку одолеть тролля. Правда? Впечатляет. Я не в одиночку, Спасибо в за общем-то, пиво. была. Ну На ладно. Да уж. Тролли в Хоксмеде. Такого еще не бывало. Что-то не так. Если нам и приходится иметь дело с кем-то опасным, так это... Стоило помянуть. Это я Лотгака на входе встретил. Ну и гости у тебя теперь Сирона. Не волнуйся, Виктор. Как только вы уберетесь, здесь будет исключительно приличная публика. На твоем месте я бы Нихуя этого не она их. делала. Спокойно. Обойдемся без драмы. Вот кто мне нужен. Не мешай человеку пить сливочное пиво. Я только поговорить. Ты меня, похоже, не расслышал. Я в пижамке такая. Я сказала, Здрасте. человек занят. Вам что, драк на сегодня не хватило? Идем, Теофил. 3 метлы уже давно не те. У него палка на мою В другом похожа. месте выпьем. Сливочная нынче приелась. Только моя красивее. Он тоже назвал это сливочной саниной. Вы нажили себе серьезного врага. Будьте осторожны. Руквуд и Харлоу хуже любого тролля. Тролли, Ранрак, а теперь еще и Руквуд? Что ты от меня скрываешь? Вот именно, братан, я Честное много чего слово, я скрываю. расскажу. Но, пожалуй, лучше не сейчас. Что ж, думаю, нам пора обратно в замок. Пойдем. Так я задался вопросом, что для троллей или кто эти мелкие считается сексуальным, учитывая, что они всегда выглядят как 100 дед. В плане, кого ебут тролли или наоборот? На какой ты эти очки натянула? Что, тебе жалко, что ли? Я, блин, я в этих очках по улицам хожу, ничего, никто не выпендривается. О, на нем. Зачем ты шляпу списал? Что для тролля считается красивым? Наверное, троллихи, блин. Бро. Что это? Ну-ка, ну-ка, спизжу. Ам? Сладкий рулет. Шикарно, очки не норм. Спасибо, спасибо. Вот это я просто... Самый голодный чел на свете. Просто прихожу, все пью. Все ем. Полное погружение, да. С кем он разговаривает?
Шизофрения. Музычка тут приятная. Эй, мемпатик. Иди нахуй, блядь! Громко. Иди нахуй, блядь! Сам иди нахуй. Иди нахуй, блядь! Yes. Иди нахуй, блядь! Почему Иди нахуй, блядь! 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 Подожди. Ты чё не на фронте? Ты чё не Чё я на фронте? Что? Я в Хогвартсе. А кто еще дополнительно еще 4 мема насрал, помимо этих? Как это вообще случилось? Нора на фронт забралась? Не, я, пожалуй, откажусь. Условия донат. Ага. Дай мемов. А что еще Хорошо, дать? что там была Сирона. Я же говорил, что она хороший человек. Да, это очевидно. Похоже, Руквуд и Харлоу ее совершенно не испугали. Думаю, тебе лучше рассказать мне, почему Виктор Руквуд так тобой интересуется. Но мы можем поговорить позже, а сейчас нужно возвращаться в замок. Если профессор Уизли еще не знает о нападении троллей, то скоро узнает. Не хочу, чтобы меня снова оставили после уроков за возвращение после отбоя. Ты реально этого боишься? 100% кэшбэк коинам за первый донат за 300 рублей, пользуйся, брат. Высрал менеджер! Нихуя, грубо. Грубо вода. Так, нажмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу, переключиться на карту. Блядский мем закинуть, тварь, блядь. Тупая нахуй. Пошел Действительно. в пизду со своим мемом, блядь. Это один из моих любимых мемов теперь. Мы чё, ебланы кормить эту компанию? Я не знаю. Ты уж сам решай, еблан ты или не еблан. А я думала, я пешком пойду. Блин, пешком было бы прикольнее. Ну ладно. Прогулялись бы. Та-дам, та-дам. Привет, села. А у Савы будет какая-нибудь почта? Она же не просто так тут стоит. А где все мои подружаньки? Почему я тут одна сплю? Вы получили Саву. Ва. Сообщение через Савину почту обычно приходит, когда персонажи, с которыми вы встречались, есть для вас новая информация или просьба. Окей. Опять ты. Зайди ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготсе. Окей.
Давай с меня 300 рублей на карту, с тебя 60 мемов. Ладно. Дел. Привет, кот, привет, кот. Блин, прикиньте, у воды какая привилегия есть, вообще ахуй. Я слишком добрая, наверное, я не знаю. Я не тороплюсь, я осматриваю окрестности. А, давай мне 60 мемов, а я пойду готовить не через 4 часа, нифига. Пуффиндуй, да, я на пуффиндуе сижу. Прикинь, мне шляпа сказала. Телефон на 41? Нет. На 291. Я, как никто из призраков, понимаю ваше желание одеваться удобно. О, ну да. Чё вам не нравится? Ну, одетая я вот так, ну и что? Ну, больше ничего не было. Концовка на 41? Нет. Ладно, как тебе прикол, который вчера скидывал? Блин, там было так много приколов, что я забыла, какой именно. Сори, я забыла. Моя метла недавно вспыхнула, как спичка. Серьезно? Да, лох. Могу ли я тут с кем-нибудь попиздить просто так? Или они просто как декорация? Вообще нет никакого взаимодействия. Я тут как будто бы одна, блин, в этой комнате, знаете. Как будто людей много, а попиздить по итогу-то не с кем. Да. Я как-то ходила на озеро. Хотела попить в одиночестве. Так. Чё у меня по шмоткам? А чё с этой мантией-то, блин, какая из них? Мантия школьника. Традиционная. Так она невидимка или как? Я так и не поняла. В чем разница-то? Нападение 5. Нет примененных характеристик. Хм. Это все? Или она типа как по сюжету, что ли? Или я должна присесть, чтобы она заработала? Я не поняла. Нету, кстати, приседания. Она не приседает на контуру. Ладно. Странно. Блин, буквально в бочке живем, прикиньте. Если хватит духа. Это все, на что ты способен? Да, я разочарована. А банк-то какой, с вас арест сняли, что ли, или что? С меня, да. Банк Альфа. Я говорю, концовка не на 41, а на 91. Сейчас отправишь, фиг знает, кому потом мне будешь предъявлять претензии. Я так и не разобралась, что с этим делать. Мне слишком впадло.
Да, вот такая я ленивая, да, ужас. А, котик! Так мне вниз или наверх, я не понимаю. Куда ведет меня этот? Ну, походу, вниз, да? По карте. Да, вот я нашел 91. Окей. Дай мимо. Дай мемы. Ладно, ладно, сейчас дам. Сейчас будет апокалипсис. Скорее всего. Я уже боюсь. Сейчас там начнется. Так, включай снежок, что на стрим. Нет, никаких снежков. Снежок это в прошлый раз он задолбал. Так. Он ли вода? Он ли вода? Как тебе дать-то? Как я в прошлый раз дала? Саппортеры. Вот тут, да, дала? Наградить. Вот. Жесть. А, кстати, знаете, кого я еще хочу наградить? Вот он об этом не знает. Потому что он отсутствовал на стриме. Он вообще есть в списке? А его в списке-то нету. Прикиньте. Ну он. Все, отдала тебе мемы. Ты что, бесплатно награждаешь? Нет, я хотела наградить этого Уфуса за самый смешной мем в новом году. Вот, но Уфуса нету онлайн до сих пор. Я так и не могу его наградить. Я же пообещала, да, мемы. За мемы. Ты чё не на фронте-то? Сука. Ты реально будешь мне вот это спамить? Ты еще не на фронте? Ладно, и мистер Твена еще скинула, чтобы он меня покормил. Что это? Ах ты! Ах ты! Это было опасно, это было опасно. Не громковато мемы? Или вам пофиг? Сука, вот надо было тебе этот ебучий блядский мем закинуть, тварь, блядь. Тупая нахуй. Пошел в пизду со своим мемом, блядь. Тиховато. Угу. Тиховато. Ну он пиздит, да? Тиховато. Модеры ЗП мемы. Нихуя прикольный. Смотрите. Коняшка. Рыба. Женщина! Женщина! Мне сказали, что чтобы открыть ящик с глазом, нужно надеть мантию-невидимку. Использовать ее. Как ее использовать-то? Это что такое? Это моя мана? Ревелио. Короче, пока непонятно. Наверное, по сюжетке надо дальше пройти. Я не уверена. Что-то я нифига не невидимая. И преподаватели такие, ты обязан участвовать в турнире 3 волшебников, хоть это и смертельно опасно. А в Хоксмит поесть Да. конфет нужно разрешение родителей. Это база.
Так, я не туда пошла. Бля, почему это мистер Твин спамит? Ты чё, дурак? Слушай, если тебе мистер Твин делает нехер, и делать чужие, толчоночку сделай нам, пожалуй. Та-дам. Чё пялитесь? Так, нам наверх, окей. Слышал, бегом. Но это слишком грубо. Надо говорить шагом марш. Это мистер Твин по утрам, чисто каждый день. Профессор, как же славно вас видеть. А уж как я рад. Слава Мерлину, вы целы. Я слышал о нападении. Надо же, тролли, да еще в Хоксмиде. Сэр, тролли были в доспехах, с тем же темным свечением, что и тот драконий ошейник. Это гоблинское серебро. С его помощью Ранрак управлял драконом. Но как? И зачем отправлять троллей в... Это все из-за меня. Мне удалось нечаянно подслушать разговор Ранрака с Виктором Руквудом. Так Ранрак был в Хоксмиде? Да еще с Руквудом? Тролли должны были всех отвлекать, пока Руквуд разделывается со мной. И он бы разделался, не вмешайся Сирона и посетители трех метел. Прискорбные новости. Если за вами охотятся гоблины Ранрака и темные волшебники, значит, им нужно содержимое того сейфа. Типа я утром ебу игрушки? Ну да. Блять. Дурак. Раз уж вы упомянули о сейфе, как вы полагаете, может ли Ранрак сотрудничать с гоблинами в Гринготсе? Не думаю. Конечно, гоблины Гринготса не самые дружелюбные существа, но они всегда отличались честностью. Нет, осмелюсь даже утверждать, что после случившегося с тем бедолагой-банкиром гоблины Гринготса никогда не поддержат Ранрака. Ну да. Это база. Им нужен медальон. Вы говорили, что кое-что обнаружили в нем. Да. Я Это мистер Твин, блядь! И когда прочитал ее вслух, Как появилась брыком эта крутит. карта. Потом по бабам. Хитро придумано. Безусловно, это карта Хогвартса. Но я не знаю, куда она ведет. В библиотеку. А точнее, в запретную секцию. И немного дальше. Я вижу на ней следы магии. Так и знал, что вы что-то увидите. Ну что, идем? Ценю ваш энтузиазм. И мне тоже не терпится узнать, что же там может быть. Но после тех событий в Гринготсе, не говоря уже о том, что случилось с Мириам, одно я знаю точно – наш путь безумно опасен. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сперва немного позанимались с профессором Геккет. Но, сэр, что может угрожать мне в библиотеке? Речь наверняка идет всего лишь о книге. Даже если мы отправляемся туда просто за книгой, нужно быть готовыми ко всему. Приходите ко мне, когда отточите мастерство в защитных заклинаниях. Я сообщу профессору Геккет, что вы хотите к ней заглянуть. Все так бегают вокруг меня, чувствую себя особенной. Ты волшебник, Нинора. Правда? Я волшебник. А потом я такая в психушке со с пеной у рта. О, я волшебник.
Все это сделано для меня. Меня. Мне. Я. Я ведь такой Я такой особенный. Да ведь? Да-да-да. Да в пизду, блядь. Именно. Кто починил? Кто починил грёбаного носорога? Смотри, что делаешь. Тебе это ебать не должно. Ничего себе там змей. О. Ривелио. Окно со змееподобной тварью. Сука, вот надо было тебе этот ебучий блядский мем закинуть, тварь, блядь. Тупая, Действительно, нахуй. перебирай. Пошел в пизду со своим мемом, блядь. Не перебивай меня. Ты кто, Пуффендуй? Я, да, прикинь. Прикинь. Веришь, нет? Хотя слизеринцам нравится думать, что это окно каким-то образом является данью уважения основателю их факультета. Но на самом деле это просто змееподобная тварь, которая обвивается вокруг дерева, выползая изо рта легендарного зеленого человека. Чего? Зеленого человека? Тебе подходит? Я даже не знаю, это комплимент или нет, я не понимаю. Типа ха-ха, лох? Вот бы кто-то из новеньких пришел мне на помощь. Ой, даже я тут такая жесть, услышала твои мольбы. Ты в порядке? Ты не знаешь, кто я? Зенобия Нет. Ноук. Девчонка, которую вся школа ненавидит просто так. Literally me. Зависит от твоего отношения к Пуффендую. Мне вообще нормально. Я занимаюсь хуйней, бухаю пиво и бегаю с парнем из Слизерин. Я вообще... Мне по кайфу. Никто меня не заебывает, не надо быть самым лучшим. Все знают, что ты и так кал, и не надо выебываться. Как своя писалась. Почему тебя все ненавидят? Тебя все ненавидят? Но почему? Потому что в Хогвартсе полно хулиганов и зануд. И самый ужасный из них Леандр Пруэт, тупица бездарный. Я хотела с кем-то подружиться, Туда поэтому его. принесла свою коллекцию в гостиную. Я имею в виду коллекцию камней. Надеялась, что кто-то захочет поиграть. Ты знаешь про Камней? камни? Это маленькие шарики, почти стеклянные. Игра суперская. Но если проиграть, они обрызгают тебя вонючей жидкостью. Вау, вот это круто. Реального ребенка на дочку позвали, ё-моё. Наверное, возможно. Я не уверена. Я такая, да, очень интересно. Плюй камни? Звучит довольно занятно. Я и пыталась всем объяснить. Люди бывают так жестоки. Их всего лишь обдало вонючей слюной с ног до головы. Сами виноваты, Всего что лишь? проиграли. Всего И лишь? Мельда такая дурилка. Да и Эверетт со Дурилка. Сторией тоже дуралеи. И вот эти жалкие неудачники забрали мои камни и спрятали по всей школе в самых высоких местах. Ну, вообще-то они были правы, не каждый хочет быть вонючим. По-моему, твоя затея дурно пахла, вот они и приняли меры. Но это же не мои правила. Короче, даже не представляю, как мне их вернуть. Я пока не знаю необходимые заклинания. Вот почему нужно, чтобы какая-то самоотверженная и талантливая пятикурсница мне помогла. А Холли они сами согласились, сами еблани. Ну, это база тоже, конечно. У тебя нет друзей. Разве у тебя нет друзей в школе? Да не особо. Нати со мной поздоровалась, но больше ни слова не сказала. Как добраться до камушков твоих? А ты не знаешь, как добраться до мест, где спрятаны твои плюй-камни? Знала бы, сама бы их забрала. И как этот придурок смог спрятать мои камни так высоко? Ладно, я поищу, наверное. Сделаю все, что смогу. Буду благодарна тебе.
Когда найдешь все мои плюй-камни, то приходи, поболтаем. Скоро я вернусь к своим играм в камешки и змеиную яму. Ва. Уиу. What the fuck? Даже мистер Твен так не умеет, мне кажется. Получается, стримы по Хогвартс будет, пока она не пройдет его, ну да. Как и по другим играм, которые я тоже собираюсь Надо пройти. подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй-камни Зенобии. Тебе не кажется ли, нам нужно для начала добыть метлу? Ревелио. У нас нет метлы. Привет, кот на арбузе. Хотела на Сабнатику, проходила 2 года. Видишь, вода, я исправляюсь. Я допрошла Сабнавтику. Я исправляюсь, я прохожу игры. Снова появились. Они же чудесны. Ты кто? Что-то случилось? Да. Извини, я просто... Кстати, я Нелли. Просто я очень рада, что хитроумные ключи появились. Какие ключи? Хитроумные. Тебе ведь наверняка встречались летающие ключи. Ходят слухи, что бывшая директриса, профессор Моул, много лет назад заколдовала их, чтобы защитить содержимое некоторых шкафов. Профессор Блэк так и не удосужился расколдовать ключи, и раз в несколько лет они появляются в замке. Попробуй поймать такой ключ. А зачем мне это? Каждый ключ приведет тебя к запертому шкафу где-то в замке. Если тебе удастся вставить ключ в замок, а это дело непростое, внутри может ждать награда. Награда. Игры никому не нужны, очнись. Стрим должен проходить так: 2 часа видео, 2 часа фильм, 2 часа игры, все. Угу. Так вот, да, ну... Ты как будто забыл, что я говорила, что я забиваю хуй и стримлю просто, что мне нравится. Вот. Реально забыл, да. Ну, типа... Сейчас в моей сегодняшней жизненной ситуации с переездом, со всем вот этим вот, ну, как бы у меня стримы далеко не на первом месте. И я считаю, это будет моя отдушина такая. А потому что работы мне и так хватает. Не понял, тебе что не нравится? Высеры аудио. Обожаю. Не, ну иногда забавно, но в основном кал. В основном кал. Переезды, да, куда вы? Мы поедем на Дальний Восток к родителям Твена жить. Вот. Прикинь. Чтобы не платить за хату. Угу. Ого! Вода все пропустил, капец. Самый последний узнал. Вместе, ну да. Да, она реально играет на стриме, а они делают видосные. Да, вот это я... Не, видосные я тоже буду делать, но попозже. Вот, сегодня хочу поиграть. Может, ты сама займешь своими странными ключами. То есть жить вместе с родителями, ну да. Там есть отдельная комната пустая для нас. Она примерно как вот эта, так что мало чего изменится. Может, ты сама займешься ключами? Я пыталась, но не смогла продвинуться дальше первых шкафов. Может, тебе больше повезет. Мне ужасно интересно, что хранится в этих шкафах. Окошки с нами. Как будто кал. Ну, блин, вода, а что делать? А что делать? Такие жизненные обстоятельства. Но зачем профессору Моул летающие ключи? Говорят, таким образом она хотела спрятать что-то от Пивза. Но не знаю, правда ли это. Он же полтергейст. Мне казалось, они могут попасть куда захотят. Переобулся? Нет. Блин, мистер Твен, можешь ему нормально объяснить все, а то я, блядь, я объясняю так, что он нихуя не понимает. Пожалуй, стоит попробовать. Конечно, стоит.
Кстати, я слышала один из ключей в астрономической башне. У них своеобразный звук. Надеюсь, тебе удастся проследить хотя бы Не за впаду. парочкой ключей, открыть шкаф и узнать, что там внутри. Короче. В Дальний Восток это Белогорск. Короче, у него квартира, да, вот с этими с ебучими кредитами. И проблема в том, что нам нужно платить и за ту квартиру, и за эту. Вот, поэтому нам нужно переехать в ту квартиру, чтобы хотя бы платить за одну квартиру, а не за две сразу, понимаешь? Но мы не потянем финансово, блядь, платить за 2 квартиры сразу. Ну это пиздец. Это надо... Ну не называй город, блин. Я уже несколько раз назвала город, блин, какая уже разница? Ну типа, кому мы нахуй нужны? И что, мне теперь это запикивать? Что мне теперь делать с этим? Ладно, не буду называть город. Хотя приедем. Ладно, я никогда не... Никто не знает, где я живу, все. А это квартира, в которой живете все вместе? Ну, будем жить, Надо да. подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Это камень? Акцию! Почему я не могу его достать? Левёса! Чего он не достается? Акция жопа! Акцию! Акция жопа! Да что такое? Почему Твен не платит за квартиру, в которой живут другие люди? Блять, потому что... Потому что это его квартира, блять, по документам. А ты увидишь толпу с большим флагом, на котором будет твоя Ава, знает, а мы. Ага. Окей. Блин, ну а что делать? Ну, у меня нет других заклинаний. Репара. Жесть. А чё она такая? Там была какая-то история, я забыла. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Да я уже нашла этот камень, ну тут типа... Акцию! Так, один плюй камень Зенобии уже нашелся. Не понимаю, что в этом было такого сложного? То есть не надо вот так нажимать? Почему? Нормально, но я, пожалуй, пойду. Что не так с моей пижамой? Вы дуры тупые. Признак неуверенности в себе. Моя мама так говорит. Она все знает. По крайней мере, не устает это. А моя мама тебя бы нахуй послала. Да. Пошла нахуй. Как же они бьют в точку. Так я возьму да переоденусь, все перестанут. Интересно, как Кагава восприняла отмену Квиддича? Наверняка она в бешенстве. И что мадам Кагава увидела в Эмельде Рейс? Не так уж хорошо она летает. Это Рейс думает, что она летает лучше всех. А по-моему, это пустое хвастовство. Видела я, как у вас там летают, это пиздец. What the fuck? А почему она улыбается? О, привет, Уфус. Блин, Уфус, а что мне с тобой делать? Короче, я хотела тебе дать мем коинов.
Вот, за то, что ты сделал самый смешной мем в клипах. А как мне тебе дать мем-коинов, если ты не купил ни одного мема? Купи хотя бы один мем. Я тебе сразу кучу насру. Как купить? Ну там по кнопочке. Сразу себе приму мемкоин на Уфуса. Вода тебе мало? А, это собака. Вау. Только ее зубастая герань ее не сожрала. Я раньше включала первый мем бесплатно, потом эти все бесплатные мемы были каждый стрим. Я такая думаю, ну нифига не первый, он каждый раз заново откатывается. А тебе не кажется, что это уже как-то слишком? Тебя ебать ты не должно, Только не братан. слишком задавайся. Одной победы над Целлоу мало. Он не привык отступать. Какой важный хуй. Таких веселее всего ломать. Почему я кругами хожу? Куда меня направляет, блин, карта, я не понимаю. Реально же кругами хожу, что за хуйня? А, мне наверх, потому что, да? Блин, сейчас у нас разница 4 часа, а будет сколько? 10? 6. Ну да, 6 будет. Это пиздец. Это пиздец. Увы. Привет! Может, ты сможешь мне помочь? Да, я что, нанималась, что ли, всем помогать? Говори, блядь. Привет. Может, что-нибудь отплатишь Ты звал мне? меня? Да. Я подумал, что моя подруга с Пуффендуя отважится присоединиться ко мне Подруга? ради небольшого приключения. Нет, я тебе А не именно подруга. поиска сокровищ по карте. Думаю, передышка в борьбе со свихнувшимися троллями тебе не повредит. Я предлагал и Поппи поучаствовать, но не смог оторвать ее от пушишки. У меня есть 2 карты, и обе ведут к местам неподалеку от Хогвартса. Хочешь взглянуть на одну из них? Кстати, ты же не Нора Арт, а что на стриме не рисуешь? Во-первых, мне запрещено переименовываться. Во-вторых, я рисовала. Вот. Че их реально зовут Поппи? На. Стоит ли за это браться, братан? Ты какой-то фрик, мне кажется. Зачем тратить время на расшифровку старой карты? Чисто ради научного интереса. Тайны Хогвартса меня завораживают. К тому же, найденное сокровище можешь оставить себе. Меня интересует только, куда ведет карта. Ладно. Хорошо, я взгляну на нее, если найду время. Договорились. Встретимся здесь, если что-нибудь найдешь. Я говорю, имею в виду реально стримить. Ну, Вода, ну думаешь, это так легко, типа. Мне физически сил не хватает на все. Ну, реально. Раньше у меня было больше сил на все это. В последнее время я чувствую себя как вялый валенок, блядь. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Я собрала страницы. Вы счастливы за меня? Надо рожать. Блять. Прямо сейчас буду рожать. Уже бегу. Уже раздвинула ноги.
Мяу. О. Ривелио. Гобелен с изображением Варнавы вздрученного. Чат, кто из вас вздрученный? На это гобелене изображена глупая попытка Варнавы вздрученного обучить троллей-балету. Можно лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом. Забавно. Ноги сдвинул же Кесарева. Так, подожди, сначала надо зачать. Как бы понимаешь, что это такой процесс. Не хотел бы видеть Рода на стриме, о боже. Надо будет повздрючить. Угу. Кто из них Варнава? Не знаю, не знаю. Космос. Ривелио. Шкаф. Кто ага делает? Хитроумный ключ. Интересно, от чего он? И что мне делать с ним? Куда он? Где ключ? Все, потеряла ключ, пиздец. Это неприлично. Немедленно оденьтесь. Как хочу, так и одеваюсь. Может, я малолетняя шалава. Ой. Так, шкаф. Но как вставить в него ключ? Руками. Блять. Блять, серьезно? И как долго? Я поняла. Я просто думала, что он встанет прям напротив. Блин, это быстро, сильно. Пиздец. А что так сложно? У меня все очень плохо с реакцией. Вот так. Какая-то старая монета. Может, Нелли знает, в чем ее смысл? Нинора, а вот теория, если будет роды, ты бы хотела, чтобы с тобой рядом находилась поддержка родственника? Родственника нет. Ну, типа... Так скажем, второго производителя. Мальчика твоего. Ну, без мужа я вообще рожать не буду. Блин. Если ты это имеешь в виду. Потому что я рот того ебала. Я не доверяю врачам. Вот. Мне нужно, чтобы кто-то меня саппортил. Самое главное, чтобы там была поддержка врачей. Ну, блин, врачи бывают разные, блин, а мало ли что. Нинора, вставь в этот шкаф свой ключ. Обязательно. Что будешь делать? Будешь пихать его обратно в плане? Ключ? Или ты про что? У меня скорая помощь тетя убила
не проконтролили все. Вот так вот, я про это и говорю. Мне нужно, чтобы хоть кто-то был заинтересован в моем выживании, знаешь? А где? А чё тут делать надо? Найдите первый ориентир, изображенный на карте сокровищ. Ривель! Ориентир? Я знаю пароль. Моя поддержка. А поддержка человека с улицы? Нет. И что я должна тут найти? Может, это что-то, блин, я не знаю, вон в том сундуке, который закрыт. О! А. Ну и чё? Как мне? Хуяк. Ну и как его опустить ниже, я не знаю. Как им пользоваться? Забыли одеться? Неужели вы так спешили полюбоваться ночным небом? Я бы на вашем месте смотрела, куда палочку направляю. Пошла нахуй! Хотела ломать, так... Я просто пытаюсь понять, что мне надо тут сделать. Мне сказали, найди что-то, я ищу. Дорогая Сатьявати, хочу тебя обрадовать. Пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Они признались, что, наверное, понимали природу метеорных потоков. Блин, шрифт ужас. 2 астронома из Ирландии, Великобритании на основе работы астронома-итальянца, заметь, все они маглы, выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор. Это гениально! Можно лишь представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. Жесть. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, оставшийся со времен, когда я публиковалась под мужским именем. Вести двойную жизнь по-прежнему занятно, но причина, по которой я вынуждена так делать, меня возмущает. Нетерпением жду нашей поездки в Джантар-Мантар. У нас впереди настоящее приключение. Скучаю по тебе, сестра, и надеюсь, что у тебя все хорошо. Окей. Какая это? Вертихвостка. Сати, это тот лысый семейный психолог. Да какой он психолог? Он, блядь, фрик, нахуй. От психолога там только, не знаю, слово псих. Метеорные потоки у меня после горохового супа. Смешно. Потемнело как будто бы, да? Забыли одеться? Да пошла Неужели вы нахуй! так спешили полюбоваться ночным небом? Что я тут должна найти, не понимаю. Ну, он тот самый старый закалки, жена, замужем, может быть, миллиардером. Это что? Это все фейк, если что. Там была уже известная инфа, то, что его жена не такая уж вообще и замужем, так скажем. Все это пиздеж и провокация, и развод на доллары. Коняшка. Я бы на вашем месте смотрела, куда палочку направляю. Почему ничего нельзя использовать? Я просто могу все потыкать и все. А по факту ничего использовать не могу.
Ладно, может, другой квест потыкаем. Я что-то вообще не поняла. Что это? Карта Артура. И что там на этой карте? Ага. Угу. Какую-то картину мне надо найти. Именно здесь? Я не вижу ни одной картины с домиком. Может, не здесь, я не знаю. Может, выше? Туру-туру-ту. Зачем вообще все в руках таскать, если можно, чтобы все книги летали? Он тот самый старый закалки, жена замужем. У него есть дельный совет, типа надо поговорить о семейной жизни партнера. Слушай, знаешь, у него из 90% потока говна 5% чего-то хорошего. Или наоборот, я не знаю. Короче, ты же понимаешь, что это все кал по итогу. Все, что он говорит. Ты же понимаешь, вот он специально говорит какие-то адекватные вещи, чтобы выглядеть нормальным. А потом несет хуйню. Нет, семейной жизни нет проблем. Ох уж эти додумывающие вуманы. Да. Как будто бы мужчины всегда исключительно рациональные существа и никогда не ошибаются, никогда ничего не додумывают. Ага. Держи в курсе, ага, держи в курсе. Вума делать квест, блядь. А я запуталась, блядь. Ну давай по другому квесту. Что-то я задушилась. Так, где задание? Я вообще по другому заданию ушла. Тайник в замке. Скрещенные палочки. Давайте пойдем на секретную дуэль. Вода льет воду. Да. Мне тоже его не нравится, большинство его советов. То есть лично они мне неприменимы. Но фишка в том, что он соответствует таким же, как он сам, типа богатым мужикам и женщинам, которые просто хотят на кухне стоять, наверное. Ну, я не знаю, ну типа... Ну, кто-то его терпит, его вот эти загоны, разгоны. Кому-то, наверное, надо. Флаком в руки, как говорится, но пошел он нахер. Лично мое мнение. Вот. Кто-нибудь почините магией ваши полы, у вас все скрипит. Парни точно додумывают меньше, мы либо спросим напрямую, либо про нас это не беспокоит. Хотя, конечно, если деды инсайдики, но опять же по себе сужу. Вот именно, что ты по себе судишь, потому что люди все разные.
Большинство парней вообще, мне кажется, максимально стараются не разговаривать. И ничего не обсуждать, по моему наблюдению. Типа, фу, вумены, вы чё? Вы чё, типа, это, будете разговаривать, что ли? Я чё, слушать бабу должен? Что-нибудь такое. Ну да, ничего не обсуждать, нас просто ничего не беспокоит обычно, ага. А потом, ой, а почему она ушла? Почему меня бросили? Все же было нормально. Это называется, да, отмахивался. Мяу. А тут мы будем играть вот в эти шахматы? Тут сундук какой-то нарисован. Кажется, вы забыли сегодня мантию. Не сомневаюсь, что все мысли были только об учебе. Почему он говорит со мной через стену? Ревелио. Непонятно. Что это там такое? Не надо иди петь в метроном. Да ты в пизду, не пойду никуда петь. Ты издеваешься? Мы, мистер Твен, тут обсуждаем одни шашки. Он бригаду смотрит. Недорого депать. Тот самый зашкварный метрон, который поддержал Рувитубер Awards. Ну, они все поддерживают. Типа, я вообще не думаю, что они, в принципе, будут хоть против чего-либо, потому что они сидят в своем вот этом вот маленьком VR-чате, пытаются хоть как-то высунуться наружу, чтобы их хоть как-то заметили всеми способами, поэтому они поддерживают вообще все, что с этим связано. Вот. Блин, когда я научусь замки взламывать? Только не это! Вот попал в унитазе я! Мне разрешила молнию в праксия! Коль раз всего в неделю я буду окунаться, то можно в туалете у мальчиков купаться! Пожалуйста, Пивс, я из-за тебя опоздаю! Завхоз Ранкрус Карп мне помешать пытался, поймать и под колпак упрятать гад намеревался! На дудке дураку и его заклинанием в отместку я устроил бедлам и вакханалию! Привилегии мне дали, чтоб я не пошел в разнос. Согласиться ей пришлось, чтоб я школу не разнес. И уговор такой был. Купаюсь раз в неделю я. What the fuck? И я такой чудесный образчик поведения. Ты у меня получишь. Почему я не могу просто уебать его? Ревелио. Пан за рекламу. Не смотри, бригада, лучше ломай Little Pony. Смешно. Слава богу, эту хуйню убрали с фильмов. Кстати, да. Туалет с привидениями, страница руководства. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Почему вообще это существо существует в этом Хогвартсе? Почему никто от него не избавится? Ты лучший ютуберша в этом стриме, пожалуйста, не допускай себя больше людей. В плане. Что ты имеешь в виду? Привет.
Я не могу выговорить. В хсни. Капец, типа много согласных. Ревелио. Что-то надо делать тут. На карте изображен Аргинлшир, регион Шотландии, где находятся Гебридские острова, родина гибридского черного дракона. Ага. У меня, видимо, пока нет заклинаний на эту штуку, да? Опа, сундук. Славный плащ. Ну-ка, покажите мне ваш славный плащ. Ладно, очень славный. Очень. Не по внешности. А тут есть трансмог? Лучше потому что единственное, нифига вы. Это слишком льстиво. Нам тут тесно, не надо больше людей. Алина Рин даже не имеет столько реальных зрителей, как ты имеешь. Что за бред? Что за шиза? Что делать с этой кнопкой? Мне нужно, наверное, какое-то заклинание, которое... нажимает. Что-нибудь такое. Ва. Там у всех накрутки для рекламщиков, я не знаю. Но я не думаю, что у меня зрителей больше все равно. Даже учитывая этот факт. По-моему, ты чуть горбишься. Но она, да, такая на низком старте. Блин, надеюсь, в поколении PS6 не будет таких готовых движков. Пусть все кодят игру в Паскале или мыльные игры. У меня мыльная игра, потому что у меня стоят низкие настройки, чтобы у меня на стриме не лагало. Вот. Я бы могла поставить full текстуры, вот это вот все, но тогда мне придется отключить мое лицо. Вот. Проблема. О, нифига, какие доспехи, это чьи? Будет 5 кадров, да? Чем могу помочь? А почему я прям на полу сидела, как фрик? Себастьян посоветовал мне спросить у тебя про клуб. Ну, раз Себастьян за тебя ручается, этого хватит. Я провожу дуэли в скрещенных палочках. Это такой дуэльный клуб. Скрещенные палочки. Тебе удалось серьезно Главное, Себастьяна? Не скрещивайте струи, мальчики мои. Жесть. Я его впечатлила. Мне лестно такое слышать. Себастьян тоже неплохой дуэлянт. Представляю, какую захватывающую дуэль вы устроите. Как именно все происходит в скрещенных палочках? Ты приходишь, я выставляю противников, и тот, кто в итоге выстоит, выигрывает. Так мы определяем, кто из нас лучший дуэлянт школы. А для большего интереса на кону еще и приз. Хочешь поучаствовать? Ей, приз. Давай. Конечно. Хочу приз. Дуэли — это отличное развлечение. Согласен. Кроме того, в скрещенных палочках можно сражаться в паре. Первый раз встанешь с Себастьяном. Затем можешь привести кого-то или сражаться в одиночку. Ну что, рискнешь сразиться? У меня 57 висит, экспедиция 33 развалится от мыла, я или как выставила настройку, чтобы хотя бы эстетично волосы не развалились. Ну да, кстати, с волосами часто такая проблема. Волосы почему-то трудно даются.
Хотя, кстати, вот видели, как волосы хорошо выглядят в Marvel Rivals? Вот честно. Надо будет, кстати, поиграть в него. Видели, как новые волосы выглядят у них? Надеюсь, его булят. Понятно. Давай, и это... Я буду пиздить вас. Веди меня на ринг. Замечательно! Сейчас полетят искры! Мультяшно, все так... Ты еще Всё равно. пожалеешь, что записалась. Пробиваете желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационный чар или левиоса. Привязка к цели, контр-лог позволяет возложить врагов без прицеливания. Нажимайте туда-сюда для переключения между целями. Окей. Бегни, Нора. Так, нужно сосредоточиться. Сейчас будет это... Сложно. Конфринго! Пропали мои денежки. Репаро. И это все, что ты можешь. Давай, покажи себя. Хуяк. Давай же! -1. Что использовать против нее? Стоит, блин. Можешь лучше! Я могу лучше. Ну что это за дуэль? Неплохо. Себастьян в тебе не ошибся. Дальше соперники будут посильнее, но если будешь продолжать, то станешь новым чемпионом школы. Чудесно. Я согласна. Хорошо. На подготовку дуэли нужно время. Так что приходи позже. Может, я что-нибудь придумаю. Еще раз поздравляю с первой победой в скрещенных палочках. Отличный бой. Надеюсь, ты еще зайдешь. Да, чему какие-то на первый раз. Как будто бы раньше было сложнее. Я на последний Новый год заказала только одного. Пощады. Пощадите нас, у игрунчиков развалится глаза от нового поколения, Андрей. Да уж. А вот такие добру на них нет. Смешно. В ТикТок плюс 10к зрителей у кого? Кился Дварф где? О, привет, Дварф. Третий стрим, да, Дварф, пиздец. Да, Дварф. О, ты кто? Вот подожди, пока я подрасту чуток. Тогда посмотрим, кто кого. Не, иди поплачь. Сочувствую твоему следующему сопернику. Ва. Вот так вот попуче, но не сломлен. Смешно. Больше мне не надо. Вода. Давно! Поди прочь! What the fuck? Оставь меня в покое! Вот они. Изменщики. А у тебя первый стрим. Бывает. Блин, я так хочу побегать вот по таким мостикам. Я фрик по мостикам. Как вы вообще смогли стать ютубером, не имея у себя в компе хотя бы 390, ведь это минимальный порог, который все пишут во всех гайдах по ютубингу. Потому что мы делаем все сами. Ну типа, бро. Все эти гайды, как бы они мимо нас прошли уже давно. Мы до всех этих гайдов, блин, ютуберствуем. Вот так вот.
А также за мной одноклассницы гонялись, не спрашивайте за чего. А вот я спрошу, вот что ты мне скажешь? Гайды Нинора делала. Ну, я делала гайд по тому, как стримить в целом. Но я не делала гайды по технической стороне, потому что мне впадлу. Hello, сладкая. Hello. Как тебя назвать? Шоколадный. Ждешь Сирик? Говорят, ты защищаешь Хоксмита. По Гарри Поттеру? Не, ну я бы глянула его для интереса, конечно. Но я боюсь, что там будет кал. Вот и скелет носорога. Значит, я на верном пути. Я иду по другому квесту, ну ладно. Включи нам кого? У тебя есть гайд, как стрелять? Включи нам. Вода, ты же его сам уже смотрел. Это было давно. А куда нам идти, наверх? Гайд называется «Я обязательно обгоню Аленурину, у меня на счету 0 рублей». Нет, гайд называется «Как стать стримером, у которого есть хоть какой-то онлайн». Вот, в принципе, я считаю, что мои советы имеют под собой почву, потому что, ну, хоть какой-то онлайн-то у меня есть. Хэл-2 это что? Я забыла. Я ростом низкий доставала одноклассницу, у меня была куча царапин от их ногтей. Интересно. Интересно. Слушай, ну тебе понравилось? Советы для мальчиков подойдут, там унисекс советы. У меня был иммунитет от боли по щипанию, да? Все понятно, извращенец. Слушай, ну в следующий раз, чтобы они перестали тебя царапать или наоборот продолжали, ты им скажи об этом, что тебе это нравится. Я фрик, да? Вот это я советы даю. Охуенные. Пиздец, они зря написали об эпилептических припадках, тут солнце танцует в окнах. Да, это правда. Где секс? Его придумали иллюминаты. Что за бабка? Думаю, нам с вами есть что обсудить. Какая-то бабка что-то рот открыла. Профессор, вы собирались научить меня новому заклинанию? Хорошо. Профессор Фиг намекнул, что с изучением защитных заклинаний вам лучше поспешить. Поэтому я обучу вас поджигающему заклятию Инсендио. С его помощью можно зажечь факел, избавиться от рутины. Или защититься от тех, кто захочет причинить вам вред. Что ж, весьма практично. Весьма. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас выполнить несколько заданий. Некоторые из них вас удивят. Ученики часто полагают, будто их преподаватели ничего не знают. Когда закончите, подойдите ко мне, и мы начнем разучивать Инсендио. Окей. Когда закончите, вы знаете, где меня найти. В смысле, стриминг без секса? Ладно, витубинг на ютубе, на твиче без секса. Это как? У нас секс был на прошлом стриме, где мы играли в Супер Седюсера. Как бы ты пропустил, но там был разъеб. Я считаю. Инцессия, о боже, нет. Не могу найти твой гайд, господи. Ну, тебе реально скинуть? Ну это уже, наверное, кринж, но я не знаю. Там ничего такого. Боже. Как я его назвала? Я не помню точное название. Конечно, кринж, я хочу увидеть вновь, я уже забыл.
Боже, за что мне это все? Простите, а в этой игре можно пройти квест с зачетом или бабкой, просто дав денег, как достойный парень или скинувшись на банкет хотя бы? Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Ура, гайды, воспользуемся, станет популярной, не норы. Не, ну вообще... вообще, если вот все мои советы сложить воедино и стримите регулярно, вбрасывая сюда кучу денег, то вы с легкостью станете популярнее меня. Вот. Это правда. Потому что я знаю, что я делаю недостаточно. Вот. Я в курсе. Я уже давно забила на YouTube. Я уже давным-давно никак не напрягаюсь. Вот. Так что да. Это правда. И видосов я давно не делала, потому что, ну, сил нет моих. Вот, я нашла. Господи. 13 минут кринжа. Держись. Тихо, а почему ты воспроизвелось? Я же запросила воспроизведение. Быть популярным слишком сложно. Я не знаю. Играет грустная музыка, да. Преисполнилась уже, как Юзи устала. Нет, я не устала, я просто... Ну, блядь, надо работать. Я бы рада больше стримить, больше этой хуйни всей делать, если бы мне не надо было работать. Почему у меня в две стороны... В две стороны меня отправляет? Ну ладно. А, это дракон. Похоже, секретный клуб «Скрещенные палочки» не такой уж и секретный. Ну, да. Скрещенные палочки, блин. Пиздец, в этой Англии моральный устой. В хуй преподов не ставят, ни копейки не дадут, все гниды сами выучат. Я уже хочу изменить гравитационное поле Земли, чтобы Том Роллинг затопил. Это смешно. Так все хотят стать популярным. Но вообще Роулинг как будто тут ни при чем. Все хотят стать популярными, чтобы мне надо было работать. Но не все. Есть много людей, которые, наоборот, не хотят никакого внимания к себе и хотят жить обычной нормальной жизнью. Вот. Так что вы не правы. Как думаете, могла ли Пугачева построить новый дворец на улице с Роулинг? Там строят рыцарский поток. What the fuck? На самом деле... Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, блядь, и все... И все будет под водой, да. Отличные новости. Теперь в клубе есть манекен для отрабатывания заклинаний. А еще настало время... А раньше не было? Если А раньше не было? Или поучаствовать в дуэли, приходи ко мне. Хочу жить обычной нормальной жизнью. Так вот. Что хотела сказать? Вау, красиво. Про что я говорила? Про популярность. Вот. То, что на самом деле, мне кажется, я боюсь популярности, поэтому я стараюсь избегать ее, потому что я не делаю сейчас хайповые стримы по скандалам, я ни на что не реагирую такого, я не стараюсь никого хуесосить, никуда не влезаю. Вот. Потому что каждый раз это, блядь, какой-то кринж и стресс для меня. Вот. Не влилась в самый хайповый скандал, вот да. Даже я влез, я видела, да.
Ну, блин, ну, вот видишь, не все стараются в каждой щели в затычкой быть. Я сейчас хочу просто играть в игрулечки, наслаждаться жизнью. Вы не докажете, что Англия существует, я даже на карте такой страны. Смешно, смешно. Кто применил Нинору? В плане. Ну что, еще разок? Думаю, да. Посмотрим, кто придет. Я ни с кем не побоюсь сразиться. Я знаю, Себастьян, знаю. Такая грустная. Ва. Побыть бы затычкой хоть чьей-то щели. Ха-ха, О, боже. симпатичная пижамка. Эй, не смотри на меня. С возвращением. Привет. К следующей дуэли все готово? Привет, Люкан. К следующей дуэли в скрещенных палочках уже все готово? Ну, конечно. Я подобрал отличного соперника. Ну что, хочешь показать себя? Давай. Вполне. Приступим. Прекрасно. Дуэль будет с партнером? Давай. Да, с Себастьяном. Тогда Да, вперед. давай. Может, мы с ним подружимся, он будет мне потом раскрывать все секреты. Заранее прошу прощения. Прощение? Извиняйся на коленях. Скажи, пожалуйста, чувак, что ты имел в виду? Нинора стала представляет собой высококипящую жидкость или твердое вещество, часто имеющее желтую краску. Нерастворим в воде, растворяется в органических растворителях. What the fuck? Что за шизофрения происходит? Пропали мои Конфринго! Следи за палочкой! Следи за палочкой! Давай же! Конфринго! Ты можешь лучше! Блять! Я кнопки перепутала все. Акцию жопа! Вырви у других победу! Жесть. Давай, покажи себя! Изи. Изи вин. Это дуэль! Изи вин, меня почти отпиздили. Браво! Пришлось постараться. Это уж точно. Другие дуэлянты и так обратили на тебя внимание, но после последнего раунда они точно будут точить зуб на тебя. Тренируйся без устали, если хочешь иметь шансы на победу. Или хотя бы на выживание. Сообщу тебе, когда будет готово. Увидимся! Я хочу новое Следующий раунд, заклинание. кстати, для самых рисковых. Я хочу выучить заклинание. Воспламенение надо сходить. Где? Где? Задание. Тайник. Тренировка. Комбинация. Плюй камни. Ориентир. А где бабка? Вот это мне надо. Оно отслеживается? Ха-ха, симпатичная пижамка. Да иди нахер! А как перестать отслеживать другое? Так. Вот. А нет, вот это.
этот отслеживать, а другой не отслеживать. А где второй? Подожди. Ну мне же не к нему. Мне реально к нему? Ладно. Окей, ладно. А ты предложил заклинание из Гарри Поттера, и тебе как в той поговорке, где отец подходит к сыну и знает, что сережки носят только два вида людей, пираты и геи. Я надеюсь, что когда я выгляну в окно, там будет пришвартован твой пиратский корабль. Боже. Старая шутка, я помню ее. Первым делом, попав в Хогвартс, я бы выучила Авада Кедавру, заклинания, которые парализуют. Меня бы запомнил как самый ужасный злодей в мире. Да, расскажешь. Кто бы тебе дал сразу же вот это вот все? Думаешь, там так все это лежит прям на полке, ждет тебя? Можно воспользоваться тренировочным манекеном? Конечно. Я его подготовлю и дам тебе перечень комбинаций для тренировки. Ну что, попробуешь? Давай. С удовольствием. Нужно применить все комбинации заклинаний, пока манекен не упал. Если захочешь прервать тренировку, то сразу же скажи мне. Ничего, давай еще раз. Используйте акцию, затем 4 основных заклинания подряд. Акцию. Акцию, это которая? Вот это? Раз, два, три, четыре, жесть. Используйте Левиоса. Левиоса! Неплохо. Нинора, ты будешь проходить якудзу с 3 кивами. Что? Не, у меня якудза 0 есть. Я хочу якудзу 0 пройти. У тебя получится. Я же нажала. Я же нажала, нет? Ладно, похуй, я не нажала. Да, я 4 раза нажала. Да, бля, ладно. Ничего, давай еще раз. Окей. Раз, два, три. Не спешим. Раз, два, три, 4. Окей. Я просто нажимаю слишком много раз. Практики. Ты уже неплохо справляешься. Спасибо, Люкан. Я считаю, что лучше обнаружить свои слабые стороны на тренировке, а не на дуэли. Только сейчас поняла. Теперь ты будешь грозным противником. Люкан. Все задания выполнены. А он делает what? А где твоя шляпа, Люкан? Быстрее тогда проходи, надо успеть пройти якудза 0, 1, 2, чтобы в следующем месяце в третью. Слишком много от меня ждешь. Мне бы хотя бы одну часть пройти. Вот. Я же говорила, что я играю чисто по кайфу. Стремиться все успеть сразу же, быстро и мгновенно у меня не получится, потому что я не фулл-тайм стример. Это вот люди, которые только сидят и играют целыми днями и стримят, могут такое себе позволить. Деньги плати много. Ну, типа, чтобы я могла просто себе стримить и ни о чем не думать. Это база. А такой, да. На. Если хочешь играть по кайфу, дай ремонт плей, вместо тебя буду штурмовать игры, а ты будешь смотреть, общаться с чатом. Нахуя?
Надеюсь, мистер Шумсби вам помог достичь успеха в ваших, так сказать, начинаниях. Будем задержаться на сборе твоего гарема. Что происходит? Я хочу сама играть в игры. Бро. Профессор Геккет, все ваши задания были выполнены. Прекрасно. Вот от гарема не откажусь. В таком случае, вероятно, вы готовы изучить инсендио. Вероятно, профессор? Да. Я навещала немало своих коллег в больнице Святого Мунга и знаю, что обуздать огонь очень непросто. Ваш талант к заклинаниям меня приятно удивлял, но сейчас вам прежде всего понадобится сосредоточенность. Не хотелось бы, чтобы итогом урока была загоревшаяся мантия. Начнем. И помните, движение палочкой должно быть очень точным. Сосредоточьтесь, держите палочку ровно. Так, чат, держим палочки ровно. На стандартную школьную форму не очень-то похоже. Как хочу, так и хочу, что-то доебали до меня. Играть в игры не весело, весело только смотреть рекламные стримы к промо-перезапуску Гарри Поттера. Ну, мне это не грозит, не переживай. Вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся. Теперь вы можете назначить инсендио на свой комплект заклинаний. Для этого нужно поменять его местами с другим заклинанием. Окей. Давай репару уберем, потому что оно редко когда пригождается. Подожди, а его, получается, вот сюда поставим на второй. Можно второй? Нет? Почему мне не дают? Ладно. Я думала, это типа пресеты, их можно менять типа одной кнопкой. Ну, нельзя? Ладно. Инсендио! Откат, блин, у палочки. Неплохо. Продолжайте в том же духе. Главное, себя не подожгите. Почему меня вообще учат такому опасному заклинанию? Мне кажется, или это перебор? Хотя я вроде взрослая, да? У нас палочки слишком малы, чтобы так держать их в руке. Я же захотела нормальную игру пресеты. Да? Советы, конечно, забавное видео. Это было давно, да. А чё не так? Что я сказала неправильно? Будешь, наверное, под конец игры кастить заклинания, как на пианино от 1 до 9, еще и нампад во второй руке. Ну, к сожалению, тут только 4 заклинания. Дальше мне не дают. Вот. Общайся с пустым чатом, бань всех, кто не нравится, несмотря на цифры. Да ничего неправильного нет, но я не понял, как стать популярным. Это видео не называется «Как стать популярным», просто перечитай название. И вообще там не было таких советов, что ты врешь? Просто поговорим? Ревелио. Мою. Спираль бирюзово-синяя. Это украшение для палочки или что это? Как стать популярным-то?
Как же вода меня просто игнорирует, просто. Как за популярно. Да я ебу, что ли? Я чего, похожа на популярную? Бань всех стримеров, что видишь на главной странице. По-любому один из них был на острове, что... What the fuck? Ладно. Коллапсы с популярными людьми, ну это база. Только они деньги за это просят. Это не бесплатно. Коллабы это не бесплатно. Здравствуйте, сэр. Хотела вам сообщить, что профессор Гекат научила меня новому защитному заклинанию. Я уже знаю. Она сказала, вы вполне освоились с новой палочкой. Продолжайте работать с профессором Гекат и другими преподавателями. Вам нужно много упражняться. И все же не стоит больше откладывать посещение библиотеки. Итак, продолжим. Фиг, для вас поручение. Идемте. Директор, я разговариваю с ученицей, да и Расписание подождет столько, сколько я скажу, как и ваши ученики. Мне казалось, после тех проблем, что вы с Озариком мне доставили, вы будете рады загладить свою вину. В мой кабинет. У вас 5 минут. Пу-пу-пу. Он просто невыносим. К сожалению, наш поход в запретную секцию придется отложить. Но, профессор... У нас нет выбора. Будет неразумно еще больше злить нашего сиятельного директора. Я найду вас, как только выполню возложенные на меня Когда поручения. мне уже дадут трахнуть директора? Ну просто... Слушай, дед, давай договоримся. Я соблазню директора, у нас не будет проблем, окей? Я просто его... Ну, это... Добазарюсь с ним. Все будет нормально. Куплинов заменил отца. Забавно. Тверка голым камера, словей бан после разбана популярны. Но это ненадолго. Ну вот на один стрим к тебе придут, пока ты крутишь жопой, а потом они будут ждать, что ты будешь крутить жопой на каждом стриме. А если ты не будешь больше крутить жопой, то все уйдут. Как бы... Такая Себастьян себе. говорил о том, чтобы пробраться в запретную секцию. Может, он знает как? Что это такое у нас? Инцендио! Левёс! Непонятно. Вот не надо, когда крутки жопой. На следующем стриме я буду смотреть новый видос Бэдкомедиана в VR. Скорее всего. Не обещаю, но у меня есть такие планы. Вот, и там я буду, как всегда. Вот. Каждый стрим. Ага. Каждый стрим. Так крути жопа, будто в интернет люди приходят зачем-то еще. Вы на что меня подговариваете? Себастьян, вот ты где. А вот и ты. А вот и я. Рассказывай, что произошло в 3 метлах. Виктор Руквуд обычно не удостаивает учеников своим вниманием. В чем было дело? Я буду рассказывать ему правду, потому что это выгодно, мне кажется. Он не выглядит как пиздлявый, не знаю, мне так кажется почему-то. Просто гифка крутящая жопу не норм весь стрим, и так кажется стрим по 6 часов. Только это гифка за донейты. Ты чё? Похоже, он в сговоре с Ранроком. А Ранрок хочет то, что попало ко мне в Гринготсе. Ранрок? Когда это тебе удалось побывать в Гринготсе? Мы с профессором Фигом очутились там после нападения дракона. Та еще история. У Фига был портал. Портал? В Гринготс? Что-то не понимаю. Да я тоже не понимаю, хоть и была там. В общем, мы попали в какое-то древнее хранилище, и там нашлась карта, ведущая в запретную секцию. Ты, должно быть, шутишь. Нет, отнюдь. Профессор Фиг настаивал, чтобы об этом не прознала ни одна душа.
Я и так рассказала тебе слишком много. Я понял. И никому не расскажу. Что бы это ни было. Спасибо, Себастьян. Ты как-то упоминал, что самому тебе хватало ума не попадаться в запретной секции. Все верно. Встретимся ночью у входа в библиотеку. И никому ни слова. Вот видишь, у меня теперь появился компаньон по нашим запретным делишкам. Выглядит как груша для битья. Ну подожди. Дай ему лет 5 хотя бы подрасти. Мы просто агентство стримеров сейчас на скорости пытаемся искать новые таланты. Кто первым подпишем контракт, тот его получит. Сейчас надо растить своих детей. Ага. И как ваше агентство называется? Смотришь книгу, видишь фигу. Как смешно, остроумная вода, боже. Я не буду задавать тупые вопросы. Спасибо, Себастьян. Увидимся позже. Блин, Гейб ни разу не спистел, что его технологии — это новая ступень эволюции, потому что, видимо, мы не доживем до момента, когда люди начнут пользоваться их автоматическим генератором анимации речи. Не знаю. Не знаю. Ну, в принципе, когда-нибудь чего-нибудь мы дождемся. Пока что мы не настолько старые. Сам Гейб не доживет. Грубо. Видишь? Вижу. Вон к той двери нам и нужно попасть. Ага. Эти выскочки-старосты побегут ябедничать пергом при любом удобном случае. Так что им лучше нас не видеть. Ясно? Я умею быть тише мыши. Идем. Погоди-ка. Тебе надо выучить дезиллюминационное заклинание. Оно помогает попасть в те места, где тебе не следует быть. Давай. Примени его, и тогда, если на тебя посмотрят, то решат, что им померещилось. Главное, держись подальше от людей и не шуми. То есть я на самом деле стану невидимкой? Что-то вроде того. Конечно, это не так надежно, как мантия. О, мне но наконец-то мантии научат. дорогие, а заклинания бесплатные. Попробуй. А разве мне не дали мантию? Или это была просто мантия? Окей. Когда переезд, как-то бабки накопим на переезд. Что думаешь, что так легко? Так хочется его ударить. После дадим ему пиздюлей. И, ну, первая наша встреча была на том, что я ему дала пиздюлей, так что не расстраивайся. Не знаете, как устроить свадьбу спорной художницы, если это типа колпацос без машины вот этой части бороды, соединяющей усы и подбородок? В плане... Ну, со мной же как-то устроили жизнь. Я уже думала, все запланировали. Не, все запланировали. Просто нам нужно сейчас подзаработать. Вот. И все. Хорошая кися. Подожди-ка, а что надо использовать? Заклинание? Надо поставить новое заклинание? А где оно? Вот это? Так. А вместо какого? Подожди, а что у меня стоит на единице? На единице у меня стоит автобой? Надо убрать.
Противники поблизости может почувствовать что-то. Окей. Стелс. Так мы буквы на экране. Тут челик настоящий. Тут челик? Тут кто-то бродит? Что за хуйня? Что это было? Почему он заметил меня не сразу? Почему он... Почему... Что происходит? Привет, привет, букашечка. Кремичук Фил. На. Я буду тише болтрушайки. Давай. Сделаю вид, что я вас не заметила. Да, именно так и сделай. Чш. Тут никого нет. Там слишком много народу. Как долго держится невидимость? Что использовать? Тихо, тихо. Я крадущийся тигр. Ну реально бесконечно? Библиотекарша еще здесь. За шкаф, быстро. Проклятье. Ты же говорил, что библиотекарши тут не будет. Я сказал, что ее обычно нет в это время. Все равно все будет в порядке. Видишь ее стол за мной? Ключ лежит в ящике того стола. Итак, вот как мы поступим. Я Давай, придумаю, как отвлекай ее её. выманить. Да. А ты достанешь ключ. Встретимся у входа в запретную секцию. Блин, у нас такая способность, мы можем смотреть, что мальчики делают в общежитии, а мы вот этим вот занимаемся. Чем? Плащ-невидимка идет нахуй. Да. Громче шепчитесь, черти. Угу. Ты Пойдем. отвлекаешь, я добываю ключ. Все ясно. Я сказал, что Привет, проведу тебя, и Рэй, слово hello. свое сдержу. Поверь мне. Просто Гарри в фильме ебаный девятилетка пятикурсник. Ну это правда, это правда. Ну смотря в каком фильме. Если в первом фильме, то да. Ты отвлекаешь ее или нет? Братан, отвлеки ее получше. Это ты, Пивс? Сука, не в ту сторону ты ее отвлекаешь. Ладно. Батюшки мои, какой бардак! Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто тоже не раз тайком пробирался в запретную секцию. А Крисида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытаний новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пивса кажется сущей безделицей. Оно не в паузе! Оно не в паузе! Сейчас же вон отсюда! Оно не в паузе! Меня подставили. Я еду в Тахи домой, хотя бы в этом случае я попал на штрем. Привет. Типа ты с телефона сидишь? Кто там? Вот и подвела немного долгочтение. Да. Батюшки мои, какой бардак! Действительно.
Почему ты стоишь Это было проще, без... чем казалось. Теперь пора Придурок. найти книгу. Стоит, блин. Привет, Валера, халё. А вот Куплинова никто в библиотеке не видел. Слизерин? Не-а. Но я стремлюсь туда. Я делаю все возможное для того, чтобы быть в из-за чара-то книга Слизерине. выглядит полезнее, чем на самом деле. Я уже дважды так попался. Никогда не судья книги по обложке. Прикольная штука. А ты в Слизерине? Говорят, что в Слизерине самая веселая сюжетка, блин. Но я в ебучем Пуффендуе. Ой, серьезно, меня картины будут палить? Ёбаный рот. Используйте основное заклинание, чтобы заманить важных особ и врагов в определенное место. Ага. Там призрак. Прячься. Куда? Куда мне прятаться? Ты чё, фрик? Не надо, Слизерин, там будет бой, а ты good girl. Ха! Ты правда так думаешь? Гоните ее в Пуффинду, она что-то замышляет, походу реклама танков не закажу. О, нет. Блять. Есть кто живой? Лучше уходите отсюда. Нет, только мертвый. Теперь все чисто. Можно не прятаться. Вряд ли. Бродите по запретной секции? А! Какой час? Нас спалили. Новый арбузный родился. Прикинь, она прям ответила на его эту фразу, прикольно. Привет, новый арбузный. Нора, когда уже в агентство? Да ты идите нафиг со своими агентствами. Не, кстати, осталось прикольно, мне понравилось. Пока что осталось тут самое веселое, не знаю. Нельзя, чтобы нас заметили. А, из-за чар эта книга выглядит полезнее, чем на самом деле. Я уже дважды так попался. Никогда не судья книги по обложке. Там призрак. Прячься. Пу-пу-пум. Советую вам поскорее уходить. Юным и живым здесь находиться опасно. Ай, ладно, буду знать, что она там стоит. Ладно, в следующий раз обойду по другой стороне. Посмотри на качество пуффендуйцев: преданность, верность, трудолюбие, скромность, а в Слизерине эгоизм, высокомерие, чистая вспыльчивость. Так с чего ты взял, что я в Слизерине? Норнимед стелс. А я не знала, что эта баба там сидит. Тише воды, ниже травы. Теперь буду Там знать. призрак. Прячься. А вот она, эта баба. Кстати, я в Стикс хочу поиграть. У меня есть второй Стикс. Я буду в него играть. Вот. Потому что скоро выходит третий. Как эту суку отвлечь? Теперь все чисто. Можно не прятаться. Напрячься, дурак. Что же ты ищешь? Я ищу лекарство для сестры, Анны, чтобы она скорее вернулась в Хогвартс.
Ревелио. Потому что Мерлин свидетель, все остальные опустили руки. Заколдованные книги. С этими книгами лучше не связываться не только из-за склонности ускользать из рук, сколько потому, что их содержание представляет собой невероятную бессмыслицу, не имеющую никакой образовательной ценности. Почему ты думаешь, что найдешь лекарство в запретной секции? А у школьной медсестры нет ничего, что поможет Анне? Мы обращались за помощью ко всем, от сестры Чири до целителей больницы Святого Мунго. Но я могу и сам во всем разобраться. А ты не забивай этим голову. Давай сосредоточимся на том, что тебе надо. Можешь конкретно сказать, что это? Когда увижу, пойму. Ничего себе, какая загадочность. Ладно, ладно. Даже в Стикс хочет поиграть чисто слизеринницу. Ну и чё, это хорошая игра вообще-то. Я первую часть полностью прошла. Вот, но на стриме это будет скучно, поэтому я со второй части начну. Те, кто соблазнят Нинору на сторону Слизерина, носят аватарки с ситхами в ноябре. Не поддавайся. Что, он что, флиртует? Нет, это я с ним флиртую. А у меня водянка стоит нормально, что она пердит по приколу, когда комп стоит после игр. Да? У меня такого не бывало. Вообще я подкатывала изначально к директору, но директор слишком неуловимый. Поэтому придется пока начать с малого. Увы. Да, обкам, блин. Неправда. Я не пержу, я хрюк. И так это. И все. Как открыть вот это? Пока никто не знает. О! О, 500! Нихуя. Шиш! Тайны наитемнейшего искусства? Впечатляет. Если хочешь директора, то надо в игры от Акабуры сыграть. Что? Это что такое? Наконец-то достанет сумма. Действительно. А то какие-то копейки. Я реально на пуффиндуе, как будто бы не это. Не похоже. Просто хожу, ворую, сбиваю, разрушаю. Вот это я тварь. Мне нравится. А так у меня не кастомная, она просто пузырьки начинают идти, когда я закрываю игру. И валяюсь минут 5 перед компьютером, не трогаю его. Это странно. Разве так не должно быть? Ну, типа, у меня нет никаких пузырьков. Левиоса. Что это тут у нас? Это я. Селлоу с компанией шастают тут. Будем надеяться, что их не найдут. Осты, вонючки, вам светит Тварь. взбучка. Пивс, не смей. Я все расскажу. Я бы и рада убить его. О, проклятый Пивс! Надо остановить его или хотя бы придумать достойное оправдание для библиотекарши. Постой, я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были неприятности. Когда речь идет о дисциплине, у меня свой подход к преподавателям.
Кроме того, мне нравится, когда друзья у меня в долгу. Можешь идти. Удачи тебе в поисках. Куда же запропастился этот проклятый полтергейст? Меня отставили, меня бросили. Похоже, я знаю, каким заклинанием починить эти доспехи. Нинора, это просто так называемый пятикурсник, гормон, вот это все, или как там взрослые говорят. Ну, типа. Блин, ну это придется восстанавливать. А можно мне второй пресет, блядь, боже. А как его листать? Может, какая-то кнопка, чтобы листать его есть? Ну, типа, я вижу тут вот кнопочки. А как ими пользоваться-то, блин, этими кнопочками? Ладно. Репаро. Это которая мне нравится. И что, и что? Синяя кепка. Ну, конечно. Там сбоку были маленькие Следы ромики, может ими древней листать. магии. Я Здесь пыталась на них должен быть нажать, какой-то секрет. но ничего не происходило. Вот так. Шесть. Тайная комната. Кто-то ходит. Очень громко. Фрак. Что-то у меня уже куча всяких странных шмоток. Что это все такое неженственное? Почему? А, уровень 8. А мне она и без рукояти нравилась. Ни на что не влияет, кроме внешности. Нинора, как моя мама, видит одежку, сразу забирает. Ну и чё? Интересно, куда я попаду? Моё... Где секси наряд девочек-волшебницу? Ну вот я про то же. Ну хотя бы миленькие. Репаро. Ривелио. А, нужно разбудить вон ту руну. Ладно. Удлинить палочку надо. Стража наготове. Ничего удивительного. Вау. Я волшебник. Долбоёб! Я умираю! Я умираю!
Я забыла, как похилиться. Привет. Мистер Макс. Нормальная палочка, средняя парасиль, да вообще не важно, какого она размера, главное, как ты ей пользуешься. Ага. Как хилиться? Я забыла, как хилиться. Там написано... Там не написано, типа 8. Это 8 штук или... Где написано? Я забыла, Джи. Ладно. Хотя бы один сегмент вашего индикатора в древней магии полностью заполнен, вы можете использовать сокрушительную древнюю магию. Это я уже поняла. Фуф. У меня неплохо, сдал экзамен на 5. Теперь сижу и дары отмечаю. Один времени нет, чтобы к родителям ездить. Знаешь, в некоторые моменты я бы хотела отмечать день рождения одна, чем с пьяными родителями. Так что не самый плохой вариант. Я хочу сохраниться. Здорово, мужики. На нахуй. Тут я крутой, да? Там па та па па пам. Почему пьяным родителям, если сам пьешь, если мелкий, можешь втихомолку немного пива дать? У меня такая ситуация, что я, во-первых, не пью. Во-вторых, я максимально не люблю вот эти вот все пьяные попойки, вот это все. Я предпочитаю сочувать и ни с кем не общаться. Вот. Тем более, это не самые приятные люди на свете. Это путь вперед. Вот только куда он может привести? А дальше что? Почти на месте. Нужно сохранять хладнокровие. Кому шапку колдуна? Есть еще некоторые, которые всякий контроль теряют. Это правда. Мамочка. Мамочка! Мамочка! А я не могу скрыться тут. Слишком рано. Ай-яй! Ай-яй! О! Что? Окей. Ладно, я думала, он мне попадет, а он не попал, а он не попал, а он не попал! Что-то дали. Когда не Нори дали геймплей, мамочка умира. Ладно, это легче. Легче, чем... Полтурский? Нет.
Хотя и это тоже. И у меня все слова забылись. Хочу Baldur's Gate. Да, кстати, надо будет поиграть. Я поиграла 2 стрима и... Elden Ring. Это правда. И Elden Ring тоже. Мультик. Тарков? Нет. Увы. Вау, танки. А теперь нужно сделать так, чтобы они обо всем забыли. Убить? Что? Вы хотели меня видеть? Директор Фиджеральд, профессор Экхэм. Мисс Исидора Морганак, проходите. Профессор Руквуд, профессор Бакар. Мы так понимаем, вы уже приспособились к жизни в Хогвартсе? Да. Как хорошо. Особенно в вашей необычной Как она ситуации. странно Сразу улыбается. 5-й курс. Кстати говоря, меня тоже приняли в Хогвартс сразу на 5-й курс. А других таких я не припомню. Мисс Морганак, вчера вы спросили про клубящиеся следы, которые вы видели много лет назад, когда мы посещали вашу деревню. Прям как Я сразу же узнала вас всех. Не знаю даже, как вас благодарить. Мы были рады помочь. И да, в тот день я правда видела следы древней магии. Мой папа говорит, что это все мое воображение, но я и правда их видела. Воображение тут ни при чем. Персиваль, профессор Рекхэм тоже их видит. Других таких людей мы не знаем. Но я не понимаю, что это. Похоже на шепот или следы от применения особенной формы своего рода древней магии. Древней магии? Немногие способны владеть ей. Хогвартс сам по себе, как вы знаете, оплот древней магии. Если я вижу следы древней магии, значит, я могу управлять ею? Если вы обучитесь. Но давайте не забегать вперед, мисс Морганак. Чтобы обучиться такой необычной Грубавка. магии, вы должны освоить все, чему только может научить Хогвартс. Такая могущественная магия может причинить большой вред, если она случайно попадет не в те руки. Поэтому просим никому не рассказывать о том, что мы сегодня обсуждали. Ничего, сейчас мы ей реснички сделаем, губки наколем и пойдет. Дрочить будете только так. То я вас не знаю. Себастьян. Опять вы шныряете по запретной секции? Я надеялась, что эти выходки прекратятся, но, очевидно, оставлять вас после уроков уже бессмысленно. Боюсь, мне придется сообщить об этом директору. Но... Впрочем, Пивз говорил, что вы пришли сюда не одни этой ночью.
Если кто-то подбил вас на это, будет лучше, если вы скажете, кто. Вы же умный мальчик. Зачем вам неприятности? Со мной никого не было. Я пришел один. Жесть, он не сдал меня. Ох, Себастьян. Что же скажет ваш дядя? У тебя были легендарные стримы по Таркову, я их посмотрел. Не, ну там, конечно, было забавно, но проблема в том, что нынешний Тарков — это просто симулятор загрузки. Ну, типа, вообще нифига не весело получается. Просто ждешь. И ждешь, и ждешь, и ждешь. Ва, русалочки, смотрите. Я уверена, что вы бы и статуи ебали. Мне так кажется. Не буду вас осуждать за это. Не понимаю прикол русалок. Почему? Все нужно рыбное, что? В плане. Ну, есть всякие рыболюди, если ты об этом. Киса прогрузилась. Ну что, вот какой мод я бы поставила точно, так это мод на музыку, блин. Тут одно и то же играет, я уже устала слушать. Па-па-па. Да не Мистер может быть. Директор? Гоблины заодно с Руквудом. Бессмыслица какая-то. Нет. Кто это? Это довольно необычно, мягко говоря. Необычно? Это невообразимо, это... А, Фиг. У вас посетитель? Я постараюсь что-нибудь разузнать. Сэр, мне удалось пробраться в запретную секцию, пока вы были у профессора Блэка. Оказалось, мы шли по следу книги. Что? Но, погодите-ка. Что? Вы попали в запретную секцию. Но как? О май гад! Хотя, если подумать, лучше мне не знать подробностей. Как скажете. Между прочим, книга была под запретной секцией, как и указывала карта. Расскажите мне все, но сначала посмотрим на вашу добычу. Я выгляжу так, как будто спиздила пиджак у деда у своего мертвого. Ох, надо же. Тут не достает нескольких страниц. Кто-то добрался до этой книги раньше нас. И все же попробую изучить то, что осталось. Возможно, мы еще сможем узнать из нее что-то полезное. Интересно, почему она была здесь, под Хогвартсом? Кажется, я знаю, сэр. Я увидела еще 2 воспоминания там, где нашла книгу. И еще один омут памяти? Годриково сердце. Тот человек, Персиваль Рекхэм, работал здесь преподавателем. В первом он и еще 3 преподавателей использовали древнюю магию, чтобы спасти деревню от засухи. Мириам была права. А второе воспоминание? А во втором они говорили со студенткой, поступившей на 5-й курс. Как и я, она тоже видела следы древней магии. Почему именно эти воспоминания? Может, в книге найдется объяснение? Мне придется взять ее с собой в Лондон. Директор настаивает, чтобы я лично поговорил с министром о смерти Джорджа.
Директору пох. Нет, я не думаю, что директору пох. Я думаю, что директор просто на нашей стороне на самом деле. Вот, поэтому его надо это... Но, к сожалению, такого рута в этой игре нет. Увы, увы. Что вы им скажете о смерти мистера Озрика? Не знаю, насколько откровенно можно говорить. Джордж пытался вразумить министерство насчет Ранрока, но без толку. Интуиция подсказывает не сворачивать с избранного пути и оставить подробности при себе, пока мы не узнаем больше. Надо моду посмотреть. Ага. Понимаю. Я попробую узнать о пропавших страницах, пока вас не будет. Хорошо. И не забывайте об учебе. Вы с каждым днем все лучше управляетесь с палочкой. Но нужно также уделить внимание травологии и зельеварению. Магия — это не только заклинания. Значит, будет чем заняться, пока вас нет. Вы превосходно справляетесь. Интересно посмотреть на ваши достижения, когда я вернусь. Ах, да, непременно находите время для друзей. Вы не представляете, сколько полезного можно от них узнать. Короче, сейчас надо будет бегать по куче сайт-квестов и вот это вот все. Похуй. А я не против, в общем-то. Короче, мы узнали с вами. То, что мы пока что еще ни хрена не узнали. Вот что мы узнали. Вот, читать почту. Встретимся в Нижнем Хоксфилде как можно скорее. Мне надо поговорить с тобой о Руквуде и Харлоу. Замок не самое подходящее место для этого. Блин, у них смс-ки. СМС-ки, как в этом... А получается, как... Да, блин, ёбаные слова сегодня, это ужас какой-то. Киберпанк, вот. Как в Киберпанке, только с палочками. Чисто. Алло, Профессор алло. Фиг и профессор Уизли попросили меня обучить вас новому защитному заклинанию. Прошу вас, выполните мои задачи и после загляните ко мне в кабинет. Кукинг-стрим невозможен в данный момент, потому что... Можно? Ладно. Мне не дают выбора. Хорошая киса. Да. Thank you, Metal Gear. Так вот, я про это и говорю. Все, я поняла. I got it. Так, надо сохраниться. Настройки. Сохранить игру. В общем, нормально. Мы с вами прошли сюжеточку. Вот, что-то узнали. Мы узнали, что мы ничего не узнали по итогу. Взяли кучу квестов, которые будем делать в следующий раз. Вот. А сегодня все. Пойду отдыхать. И ужинать. Чё, все? Ну да. Я же говорила, что я не буду сильно долго стримить. Тем более я 3 часа уже стримлю. 3 часа это вообще-то немало. Как бы. Спасибо, миссис Дашули. Впервые говорю миссис, а не мистер. Прикиньте, ахуй. Запишите это. Запишите это. Как великий день, не знаю. За 10 рублей, спасибо. И Уфус купил 6 разбузнаваний. А, кстати, Уфус. Точно, Уфус. Так, саппортеры. Ну-ка. Где саппортеры? Уфус. Почему тебя нет в саппортерах? Так,
Не должно быть. Должно быть в саппортерах. Тимур. Нет. На какой странице тебе? А вот, вижу. Уфс. Тут, блин, по количеству покупок. А, подожди, да, так ты мне это уже давал арбуз Ване. Так сказал бы, что. Сколько Уфусу дать арбуз этих этих мемов? Сейчас подумаю. Какое это деньги? Да? И не специально. С 1000. Нет, 1000 это много. Давайте 100. Вот. Это за самые смешные мемы в прошлом году. Которые за самые смешные клипы. Вот. Все. You're welcome. Всем спасибо. Всем спасибо, кто сегодня пришел. Всем пока-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 пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока. Стрим будет следующий, не знаю когда. Я не знаю. Вот. Когда будут силы, тогда и будет. Обком. Да.